Приветствую всех вас, мои дорогие друзья! В этом выпуске я хочу познакомить вас с уже весьма нашумевшим проектом, который всеми силами стремится не просто изменить рынок криптовалют, но и связать его с традиционными фондовыми биржами, разработав для этого концепцию ETF второго поколения, который называется Tencent. Стоит отметить, что Tencent был разработан польской группой разработчиков и продвигается как агрессивный дефляционный токен, который, как я уже сказала, содержит в себе элементы ETF 2.0, позволяющие создать тот самый мост между криптовалютным и фондовым рынком. По мнению разработчиков, такого рода гибрид окажется весьма привлекательным решением для современных инвесторов. Да чего уж там лукавить, он уже таким и оказался, ведь в первые дни своих предварительных продаж Tencent собрал более 600 эфириумов, а это, на минуточку, более $1 миллиона на момент создания этого ролика. Не знаю, как вы, а я в приятном шоке. Кстати, присоединиться к предварительным продажам может любой желающий. Для этого вам достаточно будет просто оставить свою заявку в белом списке. Однако перед тем, как это сделать, обязательно изучите проект более детально и взвесьте для себя все за и против, так как инвестиции всегда были, есть и будут высокорискованным мероприятием. Для более же детального ознакомления с Tencent я обязательно в описании под этим видео прикреплю все сопутствующие материалы. А пока вернусь к Tencent и попытаюсь вам более подробно объяснить все его особенности и преимущества. Ведь по факту разработчики Tencent позиционируют себя как хорошо продуманный, стабильный проект с большим потенциалом на будущее. А его гибридная структура, которую весьма сложно поставить под какое-то одно конкретное определение, заметно выделяет Tencent на фоне вновь появляющихся стартапов. При этом стоит отметить, что Tencent сочетает в себе стоимость сразу нескольких правильно выбранных криптовалют, которые генерируют пассивный доход за счет ставок, кредитов или депозита. Как видите, среди этих токенов в разном процентном соотношении встречается и биткоин, эфириум, USDC, IFDAI и многие другие. То есть благодаря этому решению компания Tencent позволит обеспечить более высокую и стабильную окупаемость инвестиций своим инвесторам за счет размещения средств только в одном активе, представляющем все купленные в корзине. Кстати, еще одной особенностью Tencent является тот факт, что это еще и дефляционный токен, то есть со встроенным механизмом сжигания, который также способствует постоянному росту цены токена за счет сжигания его части из общего предложения. Происходить же сжигание будет при каждой транзакции, где благодаря разработанному смарт-контракту от каждой транзакции будет отщипываться 2%, из которых 1% будет безвозвратно сжигаться, а оставшийся процент будет пропорционально делиться между всеми держателями Tencent. Кстати, пару слов скажу и о ставках. Ведь благодаря имеющимся механизму RCI пользователям теперь не обязательно замораживать свои токены Tencent в кошельке или же хранить их в каком-то специально отведенном месте, чтобы получать в дальнейшем как раз то вознаграждение из пропорционального распределения токенов в рамках HoldLink, что я считаю очень удобно. А что по этому поводу скажете вы? Напишите свои мысли на этот счет в комментариях. При этом обращаю ваше внимание и на то, что вся эта концепция смарт-контракта уже успешно работает, так как была протестирована почти на 2000 транзакциях польских инвесторов. Но и это, как вы понимаете, только начало, ведь планы у разработчиков действительно глобальные, а чтобы убедиться в этом, достаточно просто взглянуть на их дорожную карту, которая, как вы видите, поделена на целые кварталы, в каждом из которых нас ждет что-то новое, начиная с самых ближайших событий, а именно глобального пресейла, который, кстати, состоится 7 марта, листинга на бирже Uniswap, блокчейн-недели в Риме и много чего другого. Одним словом, этот год выглядит многообещающим. Поэтому, чтобы не пропустить из всего этого какую-либо деталь или же новостное событие, обязательно подписывайтесь на официальные социальные ресурсы Tencent, ссылки на которые вы, как всегда, найдете в описании под этим видео. А на этом же у меня все. Всем спасибо за внимание, удачи и пока-пока.